Особенностями правозащитной информационной кампании является акцент на правах человека. То есть, когда человек нуждается или был лишен защиты государства при реализации своих прав, или когда права человека были нарушены государством. Важно подчеркивать связь прав человека с обязательствами государства и эти права не нарушать, защищать и уважать. Поэтому журналистам, работающим с правозащитниками, важно понимать, что такое права человека, кто может их нарушить и восстановить, а правозащитникам доносить это до журналистов. Очень хорошо и доступно об информационном освещении правозащитных кампаний говорится в пособии IWPR, которое так и называется «Руководство для журналистов по освещению прав человека». Немного пройдемся по нему. В разделе «Освещение прав человека» вкратце обсуждается разница между универсальным и релятивистским взглядом на природу прав человека. Дело в том, что в последнее время в мире популяризируется идея о якобы уникальности, а не универсальности прав человека. В регионе Центральной Азии, например, любят говорить об особом менталитете или тонкостях Востока. Часто подобным образом оправдывают нарушение прав человека, ссылаясь на то, что общество не поймет, или утверждая, что у них свой особый взгляд на ситуацию. Как бы там ни было, журналистам важно понимать, что одним из общепризнанных принципов прав человека является их универсальность, то есть равенство людей в их достоинстве и правах. Журналистам рекомендуется использовать правозащитные линзы при освещении событий. Например, в случае, если был принят новый закон или политический курс, журналистам рекомендуют проанализировать, одинаково ли затронул этот закон или политический курс всех людей и группы в обществе, или же этот закон или курс может оказать негативное воздействие на определенных людей. В случае, если произошло стихийное бедствие, такое как землетрясение или засуха, возможно, что некоторые группы пострадали больше, чем другие, или получили разный уровень помощи. Является ли это просто совпадением, или это может быть поводом для дискриминации? Также для правозащитного освещения событий или информационного сопровождения адвокационной кампании журналисту важно опираться на экономические или социологические данные, которые рекомендуется оценивать с точки зрения различных факторов – пола, возраста, этнической принадлежности и социально-экономического статуса для того, чтобы определить уязвимые группы и неравенство в обществе. Как уже было отмечено раньше, журналистам, пишущим на правозащитные темы, важно анализировать взаимоотношения человек-власть, так как права человека подразумевают взаимоотношения человека с государством. Что касается форматов освещения, тут журналисты могут выбрать новостные репортажи, очерки, аналитические статьи, журналистское расследование, комментарий или статья мнения и другие. Важно избегать пристрастного освещения, поэтому убедитесь, что освещаете события с разных сторон. Непроверенных фактов всегда важно получить подтверждение по меньшей мере из 2 независимых источников. Использование многозначных терминов, которые могут закрепить негативные стереотипы и предвзятость. Проверяйте себя на предвзятость, не навешивайте ярлыков. Изображение беспомощности жертв нарушений прав человека и лишения их возможности говорить за себя. Нарушение условий анонимности, сверяйтесь с законом или пожеланиями героев. Ложных надежд, как для жертв нарушений прав человека, так и остального общества. Специальной терминологии, расшифровывайте или не используйте акронимы или профессиональный сленг. Придание излишней сенсационности или экзотизации. Будьте осторожны в правовой оценке событий или фактов. Для исключения таких моментов правозащитникам рекомендуется просить у журналистов материал на сверку перед публикацией, ведь под угрозой может оказаться сама адвокационная цель. Помним, что информационная кампания в ходе правозащитной адвокации прежде всего ответственность правозащитников и только потом журналистов. Поэтому в интересах правозащитников самим представить журналистам все необходимые для публикации материалы, это ссылки на доклады, отчеты,
контакты для интервью, свои комментарии, цитаты экспертов, статистику, фото и видеоматериалы и прочее. Для взаимодействия правозащитников с журналистами поможет упомянутое раньше руководство IWPR для журналистов по освещению прав человека. В нем подробно рассказывается, например, об особенностях интервьюирования жертв нарушений прав человека, причем отдельно детей, об интервью с представителями власти и анонимными источниками, вопросах безопасности, правах журналистов и многом другом. При построении информационной кампании в рамках правозащитной адвокации важно придерживаться стратегического подхода и планирования. Основными шагами, которые помогут организовать успешную информационную кампанию, могут быть такие: определение целей и задач. Четко сформулируйте, чего вы хотите достичь с помощью информационной кампании. Это может быть повышение осведомленности о проблеме, изменение общественного мнения, привлечение внимания к проблеме и так далее. Цели должны быть измеримыми и достижимыми. Второе. Анализ целевой аудитории. Определите, кто является целевой аудиторией вашей информационной кампании. Их возраст, пол, интересы, поведение, место проживания и так далее. Узнайте, через какие каналы коммуникации ваша аудитория преимущественно получает информацию. Третье. Создание ключевых сообщений. Разработайте основные посылы, которые должны быть донесены до целевой аудитории. Сообщения должны быть простыми, понятными и эмоционально вовлекающими. Четвертое. Выбор каналов коммуникации. Определите каналы, через которые будет распространяться информация. Социальные сети, СМИ, имейл-рассылки, блогеры, наружная реклама и так далее. Выбор каналов зависит от привычек потребления информации вашей аудитории. Пятое. Разработка контента. Создайте контент, который будет использован в кампании. Тексты, изображения, видео, инфографики, подкасты и так далее. Контент должен соответствовать выбранным каналам и быть адаптированным под особенности каждой платформы. Шестое. Планирование и запуск кампании. Составьте детальный план запуска кампании, включая даты и время публикации, бюджет, ответственных за выполнение задач. Запустите кампанию в выбранное время и начните отслеживание ее выполнения. Седьмое. Мониторинг и оценка результатов. Постоянно мониторьте, как аудитория реагирует на вашу кампанию, используя аналитику и обратную связь. Оцените, удалось ли достичь поставленных целей. Используйте такие метрики, как охват, вовлеченность, количество упоминаний и другое. И восьмое. Завершение кампании. Вносите изменения в кампанию на основе полученных данных и отзывов. После завершения кампании проанализируйте ее успех и учтите опыт для будущих проектов. Все это поможет вам организовать структурированную и эффективную информационную кампанию, которая поможет достичь поставленных адвокационных целей. Итак, на этом уроке мы проговорили с вами особенности информационного сопровождения правозащитной адвокационной кампании. Напомнили о важности учитывать состояние жертвы нарушения прав человека, но не обессиливать ее или его в описании, придерживаться этических принципов и правил журналистики, избегать экзотизации и сенсационности при освещении нарушения прав человека, сверяться с целями и задачами адвокационной кампании и помнить о правах человека. На этом наш курс подходит к концу. Надеемся, он помог вам почувствовать себя более уверенно в ваших адвокационных стремлениях и открыл новые возможности и перспективы. Успехов вам и бенефициарам вашей правозащитной деятельности.